Уинстон Черчилль, известный в истории как британский политический деятель, премьер-министр Великобритании, журналист, писатель, художник и лауреат Нобелевской премии по литературе. Он родился 30 ноября 1874 года в Ленхейском дворце, родовом имении аристократических герцогов Мальборо. Его отец, лорд Рэндольф Черчилль, был известным политиком и занимал должность канцлера казначейства. Он происходил из одной из самых прославленных дворянских семей Англии и сам имел значительный политический голос в Великобритании в конце XIX века. Мать Уинстона, Дженни Джером, была дочерью состоятельного американского финансиста и биржевого спекулянта Леонарда Джерома. В обществе ее расценивали как светскую львицу и писательницу. Как отец, занятый политической карьерой, так и мать, увлеченная светской жизнью, уделяли мало внимания своему сыну. И уже начиная с 1875 года воспитанием и заботой ребенка занималась няня Элизабет Эверест, которая стала одним из самых близких для Черчилля людей. Когда молодому Уинстону исполнилось 8 лет, его отправили в подготовительную школу, где практиковалась суровая дисциплина, которую он постоянно нарушал. Сомнительные успехи в учебе и недисциплинированность побудили родителей отправить его не в Итонский колледж, где на протяжении многих поколений учились мужчины рода Мальборо, а в не менее престижную частную школу Харроу, где дисциплине уделялось меньше внимания. В 1889 году его перевели в армейский корпус, и помимо преподавания общеобразовательных предметов, учеников готовили к военной карьере. По окончанию школы Черчилль поступил в Королевское военное училище в Сандхерсте, одно из самых престижных военных училищ Великобритании. Из-за низких оценок он стал курсантом-кавалеристом и получил перевод в более престижный пехотный корпус только благодаря тому, что несколько претендентов, показавших лучшие результаты, отказались от поступления. Окончив училище в декабре 1894 года, ему был присвоен чин второго лейтенанта, и он был зачислен в 4-й гусарский полк. В 1895 году, благодаря обширным связям своей матери, Черчилль был направлен на Кубу в качестве военного корреспондента, освещать восстание местного населения против испанцев. Прикомандированный к испанским войскам, он впервые побывал под огнем. Местные газеты опубликовали 5 его статей, а некоторые из них были перепечатаны Нью-Йорк Таймс. Помимо награды и литературной известности, он приобрел на Кубе 2 привычки, которые сопровождали его всю жизнь. Это курение кубинских сигар и послеобеденный отдых сиеста. Черчилль в этом периоде времени много читал, пытаясь таким образом компенсировать отсутствие университетского образования. К этому моменту Черчилль приобрел в определенных кругах известность как журналист. Его книга о суданской военной кампании «Война на реке» стала бестселлером. В июле 1900 года Черчилль вернулся в Англию и вскоре выдвинул свою кандидатуру от административного района города Олдема. Он опередил кандидата от либералов и в 26 лет впервые стал членом Палаты общин. На выборах консерваторы получили большинство и стали правящей партией. Черчилль был убежденным сторонником социальных реформ, и в 1908 году он стал инициатором закона о минимальной заработной плате. Закон, принятый подавляющим большинством, впервые в Англии устанавливал нормы продолжительности рабочего дня и оплаты труда. В этот период времени он встретил свою будущую супругу Клементину Хозьер, которая станет его надежной поддержкой на протяжении их долгой совместной жизни. Их брак не был по расчету и формировался на искреннем уважении и привязанности друг к другу, в котором у них родилось 5 детей. В 1910 году Черчилль был назначен министром внутренних дел, ставший одним из наиболее влиятельных в стране людей. Он фактически отвечал за внутреннюю безопасность, включая полицейскую и миграционную службу, тюремную систему и некоторые направления судебной власти. Вместе с тем ухудшающиеся отношения с Германией подвигли Черчилля заняться вопросами внешней политики. Из информации, полученной у военных специалистов, Уинстон составил меморандум о военных аспектах континентальной проблемы и вручил его премьер-министру. Этот документ был несомненным успехом для него, свидетельствующий о том, что Черчилль, обладая весьма скромным военным образованием, которое дала ему школа кавалерийских офицеров, смог быстро и профессионально разобраться в ряде важных военных вопросов. Черчилль также начал бить тревогу по поводу прихода к власти нацистов в Германии, когда Адольф Гитлер в 1933 году стал канцлером.
Он начал быстро превращать страну в однопартийное государство. Черчилль выступил с речью в Британской палате общин, на которой он заявил о том, что нацисты начали перевооружать Германию, тем самым нарушили условия Версальского договора, положившего конец Первой мировой войне. Вспышка конфликта была вызвана вторжением Германии в Польшу 1 сентября 1939 года. Уже через 2 дня Великобритания и Франция объявили войну Германии. Нацисты быстро захватили и оккупировали Польшу в сентябре и октябре 1939 года, и после этого война перешла в период инерции, поскольку зимой ни одна из сторон не предприняла никаких серьезных стратегических шагов, не зная, как действовать дальше. 10 мая 1940 года Черчилль был официально назначен премьер-министром. Он получил эту должность не как лидер партии, победивший на выборах, а в результате стечения чрезвычайных обстоятельств. В качестве одного из первых шагов на посту премьер-министра Черчилль учредил и занял пост министра обороны, сосредоточил в одних руках руководство военными действиями и координацию между флотом, армией и ВВС, подчинявшиеся до того разным министерствам. Из-за нарастающей угрозы со стороны Германии уже в начале лета, после быстрого завоевания нацистами Франции, захват Британии был практически неизбежен. Англичане теперь стояли в значительной степени одни против нацистов, и многие, включая высокопоставленных членов собственной партии Черчилля в парламенте, считали, что им необходимо вести переговоры с Гитлером, чтобы получить наилучшие условия мира. Однако Черчилль внес, пожалуй, свой лучший вклад в историю своей страны. Своими речами и действиями он убедил парламент и нацию в том, что борьба должна продолжаться. Великобритания выстояла в те темные дни 1940 года, и в результате союзники в последующие годы получили возможность открыть Западный фронт во Франции. Оказавшись в тяжелом положении, нацисты в начале июля начали морскую блокаду и бомбардировку Британии. Массовые налеты немецкой авиации, первоначально на военные объекты, а затем целями бомбардировок стали и английские города. Черчилль предпринимал регулярные поездки на места бомбежек, встречался с пострадавшими, он выступал по радиовещанию, где его слышали более 40% британцев. Популярность Черчилля как премьера была беспрецедентно высока, и в июле 1940 года его поддерживало 84% населения, и этот показатель сохранился практически до конца войны. В течение следующих 1,5 года Черчилль был фактически единственным лидером, сопротивляющимся нацистам на протяжении большей части этого блицкрига. Немецкая кампания бомбардировок Британии продолжалась зимой 1940 и 1941 году. В этот период времени Черчилль отчаянно искал помощи у президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта, который лично поддерживал войну против нацистов. Но общественное мнение США было против вмешательства в европейский конфликт. Рузвельт договорился с Черчиллем о программе Ленд-Лиза, которая вступила в силу в марте 1941 года и позволила США оказать Великобритании обширную поддержку в виде нефтепродуктов, военных материалов и техники. Гитлер решил фактически положить конец молниеносной войне с Британией и вместо этого повернуть свои войска на восток, чтобы вторгнуться в Советский Союз. В то же время Япония предприняла неспровоцированное нападение на американский Тихоокеанский флот в Пёрл-Харборе на Гавайях. Это привело к вступлению США в войну, и теперь Черчилль стал лидером одной из 3 крупных наций, состоящих из Великобритании, США и Советского Союза, чья объединенная мощь могла бы противостоять фашистской Германии. Последние месяцы войны включали в себя одну из самых противоречивых военных операций, предпринятых западными союзниками за все время ее существования. Весной 1945 года, когда они готовились к последнему наступлению на Берлин, Черчилль был твердым сторонником бомбардировок крупных городов Германии. Самый печально известный эпизод произошел в середине февраля 1945 года, когда 1300 истребителей-бомбардировщиков сбили почти 4000 тонн взрывчатки на город Дрезден менее чем за 72 часа. Около 25 тысяч человек были убиты, а город превратился в тлеющие руины в результате бомбардировки. Союзников Черчилля критиковали за то, что он был решительным сторонником этой политики, стратегическая обоснованность которой, тем не менее, вызывала большие сомнения по сравнению с действиями русских, когда они продвигались через Польшу и Восточную Германию, где натиск был намного более гуманным.
Поздней весной 1945 года, когда русские окружили Берлин и начали окончательную осаду города, которую союзники растянули по Западной и Южной Германии, в то же время подавляя сопротивление в надежде на скорый конец войны, когда Гитлер покончил с собой в Берлине 30 апреля 1945 года, чуть более недели спустя немцы безоговорочно сдались союзникам. В то же время война на Тихом океане затянулась еще на 4 месяца, но когда Америка сбросила 2 ядерных бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, это привело к резкому прекращению боевых действий к концу Второй мировой войны. Когда победа над Германией стала очевидной, жена и близкие советовали Черчиллю уйти на покой, оставив политическую деятельность на вершине славы. Но он принял решение участвовать в выборах, которые были назначены на май 1945 года. К окончанию войны на первый план вышли экономические проблемы. Хозяйство Великобритании понесло тяжелый урон, вырос внешний долг, осложнились отношения с заморскими колониями. Отсутствие четкой экономической программы и неудачные тактические ходы во время избирательной кампании привели к поражению консерваторов на выборах. После поражения на выборах Черчилль официально возглавил оппозицию, но фактически был неактивен и нерегулярно посещал заседания палаты. При этом он интенсивно занимался литературной деятельностью. Статус мировой знаменитости помог заключить ряд крупных контрактов с периодическими изданиями. В этот период Черчилль начал работать над одним из главных мемуарных трудов под названием «Вторая мировая война». В октябре 1951 года, когда Уинстон Черчилль вновь стал премьер-министром, в возрасте 76 лет состояние его здоровья и способность выполнять свои обязанности внушали серьезные опасения. Его лечили от сердечной недостаточности, экземы и развивающейся глухоты. Несмотря на это, Черчилль категорически отказывался подать в отставку или хотя бы перейти в палату лордов, сохранив за собой должность премьера только номинально. В 1953 году Черчиллю была присуждена Нобелевская премия по литературе за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера. И уже через 2 года, 5 апреля, он подал в отставку по возрасту и состоянию здоровья с поста премьер-министра Великобритании. Уинстон Черчилль умер 24 января 1965 года от инсульта в возрасте 90 лет. Королева Елизавета II и службы Букингемского дворца взяли организацию похорон в свои руки и давали распоряжения, согласовывая свои действия с семьей Черчилля. Было решено организовать государственные похороны. Этой честью за всю историю Великобритании до Черчилля была удостоена лишь 10 выдающихся людей, не являющихся членами королевской фамилии, среди которых был физик Исаак Ньютон. Похороны Черчилля на долгое время стали крупнейшим по масштабу государственными похоронами за всю историю Великобритании. В течение 3 дней был открыт доступ к гробу с телом покойного, установленное в Вестминстер-холле, старейшей части здания английского парламента. В соответствии с пожеланием политика он был похоронен в фамильном захоронении семьи Спенсер-Черчилль на кладбище церкви Святого Мартина в Блейдене, рядом с местом его рождения. Черчилль был и остается одним из самых противоречивых и значимых политических деятелей. Он вошел в историю Великобритании как самый яркий английский политик 20 века, находившийся у власти во время правления 6 монархов. Его по праву прежде всего помнят за руководство Великобритании в самые мрачные дни Второй мировой войны, когда его страна была единственной среди великих держав, которая противостояла нацистской Германии. Уинстон Черчилль был талантлив и успешен, и все его многочисленные жизненные достижения бесценны для мировой истории.